Задача родителей – вырастить детей готовыми к профессиональным, коммуникативным и другим проблемам, с которыми они столкнутся в дальнейшем. Молодой человек к 18-20 годам обязан осознать, что он взрослый, после чего его отношения с мамой и папой должны приобрести равноправный характер. Если же этого не происходит, возможно, виноваты родители, которые своим воспитанием препятствовали личностному становлению чада. В этом случае надо срочно принимать меры. Учимся равноправию признаков, по которым можно понять, что для ребенка настало время начать самостоятельную жизнь. Несколько. Во-первых, он постоянно ищет одобрения старших, советуется по любому, даже пустяковому, поводу и не способен что-то решить без поддержки. Во-вторых, у отпрыска низкая самооценка, он все время в себе сомневается. В-третьих, он нередко примеряет на себя роль жертвы, жалуется и пытается обвинить окружающих в собственных неудачах. Если вы заметили у подросшего наследника все вышеперечисленное, необходимо подвести его к мысли, что пришла наконец пора существовать отдельно. Но как это сделать, не травмируя его и не провоцируя конфликт? Поговорите с ним на семейном совете, в спокойной обстановке. Избегайте временных рамок, не торопите ребенка. Стоит сказать, что, принимая такое решение, вы думаете прежде всего о его благополучии, безусловно, на первых порах будете всячески его поддерживать, не только морально, что само собой разумеется, но и материально. Обеспечиваем необходимым финансовые вливания должны быть оправданными. Давать деньги на новую одежду, чтобы в ней ребенок мог пойти на собеседование или приступить к выполнению служебных обязанностей, правильно, а спонсировать посещение ночных клубов или дискотек – нет. В большинстве случаев к этому возрасту подросшие дети сами не против съехать от родителей, но, если ваш наследник пытается оказать сопротивление, надо к этому разговору возвращаться снова и снова. Также важно заострить внимание на необходимости поиска подработки. Чем раньше чадо начнет получать свои деньги, тем больше у него шансов в будущем стать состоятельным человеком. Используйте этот аргумент, чтобы мотивировать наследника. Ослабляем контроль. Факт, что ребенок перебрался на съемную квартиру, еще не говорит о том, что он стал самостоятельным. Настоящая сепарация заключается как раз не в физическом, а в моральном отделении дитя от мамы с папой и отказе от прежних ролей в пользу новых, более взрослых. На этом этапе родителям очень важно не оказывать на чадо психологического прессинга и, как бы это ни было сложно, перестать контролировать его. Другими словами, не стоит названивать отпрыску с вопросами, тепло ли он оделся и успел ли пообедать. И уж совсем неуместно, а так поступают многие родители, пытаться связаться с преподавателями или работодателями, чтобы утрясти его проблемы.
Если же наследник сам просит совета, высказывайте свою точку зрения. Причем обязательно подчеркивайте, что это лишь ваше мнение, а принять окончательное решение ему необходимо самому. Поддержать ребенка стоит даже в том случае, если он делает, на ваш взгляд, неправильный выбор. Если при этом аргументирует свое поведение и в его словах есть логика, вам нужно согласиться с его ходом мыслей, в противном случае настаивание на своем породит недоверие между вами. Поддерживаем связь, совсем пропадать не стоит. Важно интересоваться переменами в жизни ребенка, в глобальном смысле. Обязательно заведите традицию ужинать вместе раз в неделю, чтобы расспрашивать наследника, как ему живется, предлагать свою помощь. Но, пожалуйста, без фанатизма. Если вы станете решать все проблемы ребенка, это не поспособствует укреплению у него чувства самостоятельности, а приведет к окончательной остановке личностного развития. Нужно понимать, что чрезмерной опекой вы разрушите его жизнь и, скорее всего, вызовете протест. Например, назло вам чадо свяжется с плохой компанией, прекратит общение с семьей или уйдет в оппозицию, внешне будет показывать лояльность, а за вашей спиной творит непонятно что. Чтобы этого не произошло, необходимо перестать брать на себя функции контролирующего органа. При этом важно сформировать у ребенка понимание, что родители рядом, они всегда помогут, но думать за тебя и нестись по первому зову не намерены. Альтернативный вариант: бывают случаи, когда проживание родителей и взрослых детей на одной территории является совершенно нормальным. И если ситуация устраивает обе стороны или, возможно, существует проблема со съемом квартиры или с покупкой детьми собственной недвижимости, но при этом они самостоятельные личности, тогда почему бы нет? Главное в этом случае, чтобы отношения были равноправными, с взаимовыручкой, разделением обязанностей по дому и финансовой поддержкой ребенком мамы и папы, а не наоборот.